Нажмите на кнопку «Домой» в левом верхнем углу, чтобы закрыть окно с информацией. Добрый день, меня зовут Тарасева Александра, я арт-директор курорта Доброград и, соответственно, работаю здесь уже полгода. Мы сейчас с вами находимся в парке Доброграда. Да? Этот парк относится не только к курорту, но и к общему пользованию для гостей наших из города Коврова, из Владимира, из Москвы. К нам могут приехать любой гость, остаться здесь и развлекаться. Соответственно, так как это общий доступ, да, для всех гостей, у нас могут располагаться гости именно на таких домах на колесах. Да. То есть у нас есть подпитка, у нас есть вода, где можно воспользоваться, ставить свою машину, приехать и развлекаться здесь с семьей. У нас в летний период, это, соответственно, с апреля по октябрь можно размещаться на домах с колесами, да, то есть подпитка есть вода, есть свет, соответственно, стоимость будет 200 рублей в сутки, вы платите за парковку и здесь находитесь. Можно приехать, заплатить за парковку и постоять. Вы ставите свою машину и дальше здесь можете проживать. Соответственно, если вы проживаете несколько дней, то это всего лишь 200 рублей в сутки. И так можно наслаждаться нашим комплексом, можно наслаждаться в пункте проката, брать разный инвентарь, то есть это велосипеды, это самокаты. Также у нас есть лесная тропа, где можно проехать, посмотреть природу, подышать свежим воздухом. Соответственно, у нас есть некие точки, где можно будет поиграть в футбол уличный, волейбол. Можно также в скейт-парке покататься на своем скейте, если он у вас, конечно, есть. Также у нас есть комплекс, который называется Гранд Арена, где можно поиграть в большой теннис, где можно поиграть в футбол. Если у нас будет дождь, конечно, можно под крышей поиграть. И, конечно же, волейбол. Соответственно, у нас там проходят различные соревнования, как и районные, как областные, так и российские, да, то есть это очень интересно прийти. Вот буквально недавно у нас были соревнования по гимнастике. А сейчас мы находимся с вами напротив пункта проката. Как раз вот можно здесь брать инвентарь, про который я уже рассказывала, да, и, конечно же, в зимний период вы можете воспользоваться такими аттракционами, как плюшки, ватрушки, да, эти, которые катание у нас на снегу, соответственно, банан и вот такая вот горка. Горка заливается водой, и, соответственно, если у нас мороз, то это можно будет кататься на плюшках, да, ватрушках, это очень весело. И еще хотела напомнить один момент, что у нас весь парк и курорт светится, у нас очень красивая иллюминация, соответственно, мы в свете, да, мы как вы видели сказки, да, как вы видели фильмы про «Один дома», у нас, соответственно, такая иллюминация, мы все светимся, это очень красиво, это очень сказочно и волшебно. У нас разработаны программы как и детские, так и взрослые, соответственно, по вечерам в ресторанах играет живая музыка, то есть можно прийти, поужинать и насладиться. И для деток есть разные мастер-классы, но они, кстати, есть у нас и для взрослых. У нас для взрослых художественные есть мастер-классы, где можно порисовать, да, работают, соответственно, профессионалы, и также можно мастер-классы, такие как варенье глинтвейна, либо что-нибудь можно будет поесть, да, приготовить. То есть у нас есть и такие мастер-классы. Еще хочу напомнить, что у нас есть очень хорошая для жителей разработанная программа, называется Daily, где в Телеграме у нас есть все интересные события, которые рассказываются и делятся. У нас жители очень дружные, которые рассказывают своим же соседям, как можно что-нибудь приготовить. Вот, и делятся различными вкусными рецептами и информацией, которая у нас происходит в курорте и в городе. На территории можно поесть вкусные бургеры, которые называются Добробургер. Это, соответственно, также кухня на колесах. Я думаю, что вы с этим тоже знакомы, да, то есть можно поесть вкусных бургеров, и, соответственно, работает кафе, где можно поесть, в принципе, и
еды, то есть, да, из ресторана, которая у нас есть. Как бы первое, второе компот, да. Ну, а кто любит из детей, да, кто приезжает, то это Добробургер, конечно, он пользуется популярностью. Ну вот мы с вами подошли к полигону, соответственно, здесь у нас зона пейнтбола, да, то есть люди здесь переодеваются, да, у них есть определенная форма, которую мы выдаем оружие, выдаем пульки, да, то есть это все здесь подготавливается вот в этих зонах, и, соответственно, уже команды выходят именно на полигон стрелять, то есть такие войнушки у нас происходят здесь. Очень интересно, это пользуется как и у взрослых популярностью, так и у детей. Также хотела сказать, что у нас здесь тоже проходят соревнования командные. Соответственно, также у нас распределены зоны, да, то есть можно будет посмотреть потом там, где можно будет пометать оружие, пострелять, да, то есть сейчас я вам могу показать, можно пройти, да, там устанавливаются разные истории у нас, которые можно будет пострелять и пометать. Для тира предоставляется оружие, соответственно, снаряды, и то есть люди начинают стрелять. Пульки у нас из такого материала состоят, что они никакого вреда природе не несут, они сразу же разлагаются, это как природное такое вещество, то есть мы не вредим ничем. Также на территории парка у нас находятся беседки. В данный момент мы с вами находимся в большой беседке. Также есть по территории распределены средняя и малая беседка. Поместить можно в данной беседке от 50 человек. Да? Мы предоставляем мангал и розжиг. Соответственно, к мангалу у нас либо сетка, да, предоставляется, либо шампура. Данная услуга, она платная, она у нас стоит 7000 рублей за 12 часов. Ну, а дальше, я думаю, что может быть продление, если гости захотят. Но, в принципе, все в это время вкладываются. Как вы уже успели заметить, у нас есть лампочки, они светятся. У нас есть здесь электроэнергия, да, у нас есть розетки, когда можно приехать со своими колонками, со своими ноутбуками, подключить, да, то есть включить музыку и отдыхать на полную, как говорится, катушку. Ну и хотела бы добавить, что мы не останавливаемся на иллюминации, да, о которой я ранее говорила. Мы каждый год добавляем что-то новое, интересное для наших гостей, для наших жителей. И вот сейчас мы с вами идем по той аллее, на которой будет подвешены светодиодные зонты, да, то есть это будет вот как раз над нами. Зонтов будет 20, они будут распределены по этой площади. Как вы успели уже заметить, у нас здесь висят сердечки. Соответственно, это беседка, где у нас молодожены расписываются. Именно здесь у нас происходит, да, такое мини-волшебство, это создание семьи. Вот, и часто здесь у нас проходят свадебные церемонии, выездные. У нас есть белка-летяга. Это подвесной аттракцион, да, где можно преодолевать препятствия. Как вы уже успели заметить, у нас есть такие стопы, да, то есть это означает, что остановись и пропусти муравья. Мы переживаем за наших не только жителей, но и, соответственно, жителей нашей природы. У нас есть озеро, которое находится сзади меня, да, то есть к нам можно приехать, и также в пункте проката можно будет взять удочки, снасти и прийти к нам порыбачить. Все это стоит от 600 рублей, а там уже дальше по ценнику вам подскажет наш персонал, который работает в пункте проката.
вернемся к истокам, да, и вернемся к тому, что мы находимся не в курорте именно, да, а именно в самом таком большом и объемном городе, который называется Доброград. Соответственно, в городе есть таунхаусы, хаусы, да, то есть вот также можно выкупить землю, построить свой дом, можно выкупить дом, который у нас уже построен, и также приехать в курорт, именно отдохнуть, сходить в спа, развлекаться, да, как мы были с вами в парке, вот, и дальше он будет только разрастаться, расширяться, и, соответственно, у нас есть такие улицы, как Звездный бульвар, улица Мира, улица Добра, то есть мы все сплочаем, то есть у нас такой большой Доброград, который сплочает людей, который сплочает коллективы, семьи, да, то есть мы соседи, то есть это такая вот добрососедская, именно такая мини-планета на большой такой планете Земля. В данный момент мы находимся возле Михалыча, его так зовут, это наш робот, который может каждого гостя зарегистрировать, да. У него есть такой функционал, и, соответственно, можно спросить, и он ответит на некие вопросы, на которые он запрограммирован. А также наш Доброград поддерживает экологию, чистоту. Мы за то, чтобы у нас было чисто, чтобы у нас любили, у нас также и любят животных. Соответственно, мы с вами проходили возле водоема, у нас там водятся карпы. Вот, и плавают у нас лебеди. У нас есть пара белых лебедей, которые очень красиво плавают по нашей реке. Это можно заметить именно в тот момент, когда у нас тепло. В данный момент они у нас отдыхают. Ну и, конечно же, я хочу всех пригласить к нам в гости, приехать, насладиться нашим воздухом, нашей природой, красотой, да. Приезжайте обязательно к нам, потому что у нас не только можно подышать, у нас можно еще отлично отдохнуть и душевно, и физически, да, вместе со своей семьей, либо со своими друзьями, родственниками. Мы всех ждем, обязательно к нам приезжайте, у нас очень душевно. А куда вы мечтаете отправиться на автодоме? Чтобы получить еще больше идей для первого или, может быть, очередного путешествия, но точно путешествия мечты на автодоме, оставайтесь с нами. Это канал «Яхты на колесах». Подписывайтесь, жмите в колокольчик. И до новых встреч!